Друзья, добро пожаловать в виртуальную экспедицию по самым суровым и высокогорным уголкам нашей планеты. Перед вами китайская горная кошка, биологический интроверт уровня бог, он же габийская серая кошка, вид семейства кошачьих, обитающих главным образом в Китае. И да, среда обитания этих кисок настолько сурова, что нельзя упускать ни единой возможности добыть пропитание. 5000 метров над уровнем моря, экстремальный климат тибетского Нагорья и пронизывающий ветер. Это вам не шутки, выживать приходится любой ценой. Правда, с развитием сельского хозяйства и активным освоением земель, все стратегии по выживанию идут коту под хвост. На сегодняшний день эти пушистые китайцы входят в список самых уязвимых кошачьих в мире. В провинциях Сычуань и Цинхай осталось менее 10 тысяч особей, способных размножаться. Не смешной парадокс, деятельность человека уничтожает этот вид быстрее, чем биологи успевают его изучать. Так что мало не только котиков, но и знаний о них. Львиная доля информации о жизни и повадке китайских котов получена при наблюдении за животными в зоопарках и по описанию музейных образцов. В дикой природе усатых зафиксировали фотоловушкой только в 2007 году. Более активные исследования вида начались в 2015-2018 годах. Китайское название для данного вида кошек – Хуан Мо Мао, что в переводе означает «кот с желтой шерстью». В их название были использованы два нарицательных имени – китайский пустынный кот, указывающий на обитание в пустынных районах, и китайский горный кот, указывающий на случай его поднятия высоко в горы. На специальном заседании эксперты решили, что в связи с тем, что данный вид редко встречается в пустынных районах, а живет преимущественно в горных, присвоить данному виду имя китайской горной кошки. И если бы у диких кошек был свой закрытый клуб, эта кошка была бы тем самым участником, который никогда не приходит на вечеринки. Долгое время таксономисты, люди, которые обожают раскладывать все по полочкам, спорили, является ли она отдельным видом или просто очень суровым подвидом лесного кота. Генетический анализ 2021 года поставил точку. Это полноценный, уникальный вид, который эволюционно отделился от общих предков около 1,5 миллиона лет назад. Она единственный эндемик Китая среди кошачьих, обитающих исключительно на восточной окраине Тибетского Нагорья. По сути, это кошка, которая решила, что обычные леса – это слишком мейнстримно, и ушла в горы строить свою карьеру. Внешность этой кошки – это триумф функциональности над гламуром. Она выглядит как нечто среднее между очень крупным домашним котом и рысью, которая забыла сходить в барбершоп. Главная фишка – небольшие кисточки на ушах. Эти кисточки, вероятно, помогают ей улавливать малейшие вибрации воздуха, когда под снегом копошится обед. Ее шерсть невероятно густая и имеет цвет пыльной соломы. Это идеальный камуфляж для выгоревших на солнце альпийских лугов и серых скал. Даже ее лапы снизу покрыты густым мехом. Это не просто тапочки, а встроенные снегоступы, защищающие от обморожения. У нее очень мощный хвост с характерными черными кольцами. Он служит не только рулем при маневрах на склонах, но и теплым одеялком, в которое кошка укутывает нос во время сна при минус 30. Китайская горная кошка обитает на высотах от 2800 до 5000 метров. Там, где у обычного человека начинается горная болезнь, эта кошка чувствует себя как в спа-салоне. Ее дом – это альпийские луга, заросли кустарников и горные степи. Она не строит пентхаусы. Ее жилье – это заброшенные норы других животных. Кошка просто заходит, проводит ребрендинг помещения и остается там жить. Пик активности, как это принято у кошек, приходится на ночное время. И если вы думаете, что у вас скучное меню, посмотрите на китайскую горную кошку. Около 90% ее рациона составляют цакоры – подземные грызуны и пищухи. Китайская кошка обладает невероятным слухом. Она может сидеть неподвижно часами, слушая, как слепыш копает свой туннель на глубине полуметра.
В нужный момент следует молниеносный удар лапой в землю или стремительный прыжок. В общем, наблюдения ученых никаких шокирующих открытий не сделали, и китайская горная кошка мало чем отличается по поведению от стандартной мурки, разве что азиатка брутальнее. Как мы уже сказали, китайская кошка совсем не любит шумные компании, естественно, за исключением периода размножения. Хотя от любви наши китайские киски с января по март. Беременность длится до 75 дней, а котята рождаются в мае. В помете 2-4 детеныша. Растут китайские котята довольно быстро, и к возрасту 7-8 месяцев они уже полностью независимы от матери. Половое созревание происходит 8-12 месяцев, а продолжительность жизни китайской кошечки в природе неизвестна, а в зоопарке она составляет 10-12 лет. К сожалению, быть уникальным эндемиком в современном мире – сомнительное удовольствие. Китайская горная кошка находится в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. Одна из главных угроз долгое время была кампания по борьбе с грызунами. Люди травили пищу, считая их вредителями пастбищ. Кошки, поедая отравленных зверьков, погибали следом. Наносят вред популяции китайских котов и коты обычные, домашние. Дело не в пищевой конкуренции или агрессии. Причина другая – любовь. Два этих вида могут скрещиваться и приносить плодовитое потомство, что в перспективе сулит утрату генетического своеобразия горных кошек. Проще говоря, гибриды просто разучатся жить и охотиться в горах, что постепенно приведет к полному исчезновению китайских котов как вида. В последнее время правительство Китая взяло эту кошку под строгую охрану, присвоив ей высший класс защиты. Теперь за нанесение вреда этому пушистому интроверту можно получить очень серьезные проблемы с законом. Китайская горная кошка показала нам то, что природа умеет создавать идеальные механизмы выживания в самых невозможных условиях. Она не нуждается в нашем внимании, она не хочет, чтобы ее гладили, она просто хочет, чтобы ее оставили в покое на высоте 4000 метров с ее пищухами и тишиной. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!